Привет! А сегодня ты узнаешь, почему эту модель не взлюбила вся Россия. И, конечно же, я покажу, как можно построить и легко покрасить такую модель американского армейского грузовика на службе Советского Союза. И меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и здесь я показываю моделизм. Сначала мы посмотрим на коробку. И тут изображен европейский город, по которому едет доджик. И за собой он тянет пушку. Но, к сожалению, в наборе этой пушки нет. И теперь перейдем к обратной стороне коробки, а здесь собранная модель. И это модель с тентом, но ее можно будет собрать и без тента, что я очень хочу и сделать. Также в наборе есть фигурка водителя, и очень необычно, что в этом наборе 270 деталей. Это довольно-таки простой автомобиль и имеет столько деталей, значит, скорее всего, это высокая детализация. В чем мы можем убедиться, посмотрев на вот эту фотографию модели, сделанную снизу. Тут очень хорошо проработана ходовая часть. Итак, приступаем к сборке. И для сборки мне понадобится минимальный набор инструментов, такие как кусачки, нож и надфиль. И, возможно, понадобится пинцет, но не точный. Самое главное — клей. И давайте посмотрим на инструкцию. И звезда предлагает нам два варианта сборки. Это сборка без тента и с тентом. А также можно открыть капот автомобилю, а это значит, что двигатель будет высоко детализирован, и его будет не стыдно показать. А купить новые модели от фирмы «Звезда» ты можешь в магазине «Модельная лавка». В этом магазине ты найдешь полный ассортимент фирмы «Звезда» и многих других производителей, быстрая доставка разными курьерскими службами и масса акций и скидок. А для первого своего заказа используй промокод, который ты видишь на экране, и найдешь его и в описании, и получишь скидку в 500 рублей на свой первый заказ. Я собрала двигатель и раму, и теперь я хочу их соединить. И для этого мне надо просто поставить на свои места двигатель. Но сначала, наверное, я установлю рулевую колонку, потому что мне так будет проще. Потому что при установленном двигателе она плохо встает на свое место. Хотя в 8-м шаге тут не указана очередность. И на этом этапе, кстати, очень можно хорошо разглядеть, насколько у звезды отлично получился двигатель. Он настолько высоко детализирован, что неудивительно, что модель стоит выше привычных цен. Так, и теперь нужно установить маленький аккумулятор. И в следующем шаге я буду устанавливать выхлопную систему в виде глушителя и также редуктор. А пока я собираю Dodge, я хочу рассказать, какие американские военные автомобили периода Второй мировой войны я уже успела собрать. Тема Ленд-Лиза – очень интересная страница истории Второй мировой войны. В России она вызывает очень много споров. И тем не менее, без Ленд-Лиза победа бы пришла намного позднее, а ведь каждый день войны – это тысячи человеческих жизней. Первым автомобилем из США для меня стал Студебекер. Что логично, ведь это самый известный американский грузовик на территории советской и современной России. Модель от фирмы i7 и в 35-м масштабе. И делалась она очень давно, так что результат постройки довольно средний. Дальше меня заинтересовала очень необычная версия Виллиса с двумя базуками. Модель от фирмы Dragon в 35-м масштабе. Прикольная миниатюрная моделька, и выглядит она очень необычно. Интересный вариант армейского грузовика GMC в 35-м масштабе от фирмы Hobby Boss. И он у меня появился благодаря бокс-арту, где на грузовике красовался силуэт Франции. Это самоходная зенитная установка с пушкой Bofors на вооружении свободной Франции. Viva la France! А это недавняя моя работа «Катюша» на шасси Chevrolet. Видео о ее постройке у меня есть на канале. А также на своем втором канале Dasha Technic я сделала подробный фильм о службе грузовиков Chevrolet в СССР во время и после войны. Так что модель Dodge я давно хотела собрать, и новинка от звезды – это отличный повод пополнить свою коллекцию автомобилей Ленд-Лиза. Ну здорово, труба по-настоящему выходит из газораспределительной системы автомобиля. А теперь я установлю основу кабины. И для этого мне нужно продеть рулевую балку сюда и поставить вот в пазы. Видите, есть небольшой паз. Здесь он встал, а здесь не захотел. Все, встал. И теперь я сюда просто капаю клей. И теперь я устанавливаю кузов на раму. Для этого мне надо продеть горловину топливного бака в дырочку и поставить. Приклею бампер.
А теперь я перехожу к сборке водителя. Для этого нужно отделить детали от литника. Начну с ног. Теперь ставлю тоже туловище на свое место. Так, следующий шаг будут руки. Приклеиваем руки. И остается голова. Много настоящих и живых автомобилей Dodge я смогла увидеть на фестивале «Моторы войны», который проходил в августе этого года в Подмосковье. Собственно, там и был представлен настоящий прототип этой модели. В инструкции к Dodge от звезды есть благодарность клубу «Дивизион» за предоставленный натуральный образец для снятия мерок для будущей модели. Помимо этого грузовика Dodge на фестивале были и командирские версии с пассажирскими местами вместо грузовой платформы. И самое интересное был автомобиль военной полиции с настоящей сиреной. На фестивале «Моторы войны» можно было увидеть все эти Dodge в движении во время парада. Так что всем любителям исторической техники очень рекомендую посетить этот уникальный фестиваль в следующем году. Для окраски водителя я использую темперные краски фирмы «Невская палитра». И всего я использовала 4 цвета. И из них я сделаю мне нужные оттенки и для кожи, и униформы, и сапог. Я смешиваю эти краски примерно в равных пропорциях, чтобы получить защитный цвет, а также цвет кожи человека. И приступаю к нанесению основных цветов фигурки. Начну я с лица и рук. И на этом этапе я просто окрашиваю нужные части тела без особых художественных изысков. И обратите внимание, что фигурку я вначале загрунтовала серым грунтом при помощи аэрографа, а до этого я даже ее и обезжирила. А ты знаешь, что ты будешь делать с 18 по 20 ноября этого года? Если ты любитель моделизма и любишь техническое творчество, то ты просто обязан посетить крупнейшее событие, посвященное нашему увлечению – Moscow Hobby Expo. И под одной крышей тут соберутся любители стендового моделизма, миниатюры, действующих моделей и варгеймов. Вас ждут мастер-классы от ведущих мастеров нашего дела, выставка моделей, лекторий, ярмарка и масса других активностей. На Moscow Hobby Expo ты сможешь быть не просто наблюдателем, а полноценным участником выставки конкурса «Матрешка». Так что увидимся на Moscow Hobby Expo в выставочном центре Crocus Expo с 18 по 20 ноября этого года. Водитель у меня будет брюнетом, поэтому я смешиваю несколько оттенков коричневого и черный цвет и наношу этот цвет на волосы водителя. А теперь время поработать с лицом солдата. Я окрашиваю брови, причем для этого я использую краску, которой я окрашивала волосы, но чуточку более светлого оттенка, и пытаюсь прорисовать глаза. Вначале я окрашиваю белки глаз и легким голубоватым цветом ставлю точки, зрачки. Добавлю в базовую краску темный оттенок и таким цветом, чуть более разбавленным в воде, прохожусь по складкам униформы водителя. Также окрашу детали одежды солдата. Я прорисую пуговицы и погоны. А пока я рисую знаки отличия, ты можешь угадать, в каком звании будет наш водитель. А в качестве финального этапа работы над фигурой я выделю рельеф униформы методом сухая кисть. Высветляю базовый оттенок краски, вытираю кисточку почти насухо и прохожусь по складкам гимнастерки и штанов. И можно приступать к работе над доджем. После сборки самое время определиться со схемой окраски автомобиля. Мне очень нравятся американские джипы со своими большими звездами на капоте, но поскольку я решила делать додж с водителем за рулем, а водитель в комплекте у меня в советской форме, так что я буду делать автомобиль на службе СССР. Из декалей на нем будет только номер, который написан от руки на переднем бампере. Также звезда предлагает сделать додж на службе армии Свободной Франции с характерными опознавательными знаками в виде силуэта Французской Республики. Со схемой окраски мы определились, так что пошли красить. Начала я окраску доджа с грунтовки, а перед грунтом я очень советую обезжирить модель в мыльном растворе. Грунтую модель я серым грунтом от фирмы АМО. Я использую старые запасы, не пропадать же грунту. А грунт действительно неплохой, на него отлично ложатся практически любые краски. Потом черной краской от Jim Scale я прокрашу нижние поверхности грузовичка и места, которые должны быть затенены, например, решетку радиатора. А белой краской я покрашу те места, которые должны быть чуточку светлее, например, бампер, крылья и капот модели. Окрашу в базовый цвет Dodge. Я использую темно-оливковый цвет от фирмы Pacific 88, а после нанесения базы я добавлю в основной цвет краски оттенка охра, и такой смесью прохожусь по выпуклым и верхним элементам автомобиля.
Новости моделизма. А с тебя лайк и комментарий, если ты любишь эту рубрику. А начнем с моих новостей моделизма. Ко мне наконец пришел мой новый КАМАЗ от Звезды. И это не обычный КАМАЗ, а раллийный. Вы только посмотрите на этот шикарный бокс-арт. КАМАЗ в песках. Мне очень не терпится начать сборку этого набора. А также этот год у меня стал годом КАМАЗов. И я уже сбилась со счета, сколько я в этом году построила этих КАМАЗов. Причем они все очень разные. От магистральных тягачей и суровых армейских внедорожников до вот такой необычной модели гоночного болида. А у меня есть еще, кстати, 3 фигурки пилотов для этого КАМАЗа. Так что это как бы намекаю я на маленькую мини-диораму. И как правильно заметили внимательные зрители моего видео про стройку Ми-24, следующая моя модель вертолета это будет черная акула в камуфляжном окрасе. Так что я только начала над ней работать, и скоро будет это видео, так что ждите. И, наконец, я закончила сборку танка Т-54 от Миниарта. Это просто была очень сложная работа. Я очень сильно устала от этой модели, так что все подробности моих мучений смотрите в одном из следующих видео про этот танк. Новости мира моделизма из Украины. Фирма Model Swift анонсировала выход модели амфибии конструкции Бартини в 72 масштабе. Мне как-то писал разработчик этой фирмы и утверждал, что производственные помещения полностью уничтожены. Но насколько можно верить этой информации, я не знаю. Триглав хайпит на теме СВО и обещает выпустить модель турецкого беспилотника Байрактар в 35-м масштабе, и модель будет сделана из смолы. А также тему украинско-турецкого беспилотника продолжают мексиканцы из Aztec Models. И на этот раз это чудо-оружие будет в 72-м и 48-м масштабах, и оно будет напечатано на 3D принтере. Таком в корабельном 350-м масштабе выпускает модель на этот раз уже немецкого чудо-оружия – летающей тарелки. И оказывается, такое тоже бывает. А ICM выпускает фигурку охранника из сериала «Игры в кальмара» в 16-м масштабе. Но у меня вопрос, кто-нибудь еще помнит про этот сериал? И насколько мне известно, сейчас, наверное, актуальны драконы. И вот, собственно, и все интересные новости мира моделизма за эту неделю. Так что пошли смотреть дальше, как я окрашиваю додж. Время ручной работы. Я кисточкой окрашу скамейки на грузовой платформе и черенки шансового инструмента в древесный цвет. И для таких работ я все еще использую краски от ASM. Они у меня еще пока не закончились. Я также окрашу кресло брезентовым цветом и красным цветом пройдусь по катафотам и стоп-сигналам, а алюминиевым цветом я прокрашу глушитель и выхлопную трубу. Так почему же эту модель не взлюбила публика? Очень любопытный срач образовался в одной из групп по поводу будущей новинки от фирмы «Звезда» Dodge 3/4, а возмутила общественность предполагаемая цена новинки в 2200 рублей, а это около $20. А еще больше интерес вызвало участие в этой дискуссии руководство фирмы «Звезда». Народ и партия едины, и в принципе это классно, но по своему опыту я поняла, что простому народу доказывать очевидные вещи иногда бывает бессмысленно. А по поводу ценовой политики, что-то мне подсказывает, что эта модель не слишком-то и рассчитана на российский рынок. С моего дивана мне кажется, что маркетологи «Звезды» планируют большую часть денег на этой модели зарабатывать на Западе. Это получается по смыслу продолжение линейки Шерманов и очень народных, истинно русских моделей самолета С-130. А благодаря широкому ассортименту «Звезда» может маневрировать ценами, демпингуя на одной модели и зарабатывая на другой. Эту теорию подтверждает и декаль для нескольких вариантов западных доджей, даже включая декаль для подразделений свободной Франции. И мне непонятен хейт «Звезды» от некоторых обывателей. У нас в стране есть уникальное предприятие, которое способно выдавать по 2 новинки каждый месяц. Причем это не перепаки, а именно свои разработки с нуля. И модели, надо сказать, на очень высоком уровне и по относительно доступной цене. Даже европейцы из Rebel или Итальери не в состоянии выдавать столько новых моделей в год. Я тоже хочу, чтобы модели стоили по 100 рублей или даже вообще бесплатно. Но капитализм, счастье и так далее. Выделю рельеф доджу при помощи смывки темно-коричневого цвета. И по традиции излишки смывки я убираю кисточкой, слегка смоченной в White Spirit. Переведу на додж декали. Вернее, декаль для советской версии доджа нужно перевести только номер. И нанесу сколы темно-коричневого цвета. Мне хочется, чтобы додж был более-менее свеженьким, но при этом немножко повоевавшим. Это грузовая версия доджа, и ему нужен груз. И самое простое, что можно было придумать, это бочки. Я их напечатала на 3D принтере, и сейчас окрашиваю бочки в разные оттенки зеленого цвета, чтобы они смотрелись в кузове чуточку поинтереснее.
Масляными красками сделаю цвет грузовичка чуточку разнообразнее. Тут я использую разные оттенки зеленой и серой краски и растушевываю их кисточкой, слегка смоченной в White Spirit. А если хочешь поддержать мое творчество, то можешь оформить спонсорство на моем YouTube-канале или стать доном в моей группе ВК, или же просто единоразово поддержать меня на Donational Alerts. Ссылочки будут в описании. Время загрузить Dodge грузом в виде бочек и посажу на место водителя. Пусть он везет бочки. И вот такой автомобиль у меня получился. Единственный косяк – я потеряла дворник у пассажирского места. Но я решила выкрутиться из этой ситуации. Я сделаю сколу стекла, как будто от пули. Эта пуля сломала дворник, но никого не задела. Так что в целом результатом и работы я очень довольна. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк, ну и, конечно же, с тебя подписка на канал. А если тебе понравилось это видео, и у тебя есть друг, который еще не знает о таком видео-хобби, как моделизм, то отправь ему это видео.